Вот представим ситуацию. Вы делаете какую-нибудь сцену в SFM, или же делаете свою новую карту для TF2, или Garry's Mod, или Half-Life 2. В общем, любой игры на движке Source. И для того, чтобы добавить декорации в вашу карту или сцену, вам нужно будет расставить на них специальные модели, под названием пропы. Source очень хорош тем, что для всех игр на этом движке можно легко и быстро найти самые разнообразные модели, а также легко перенести их из одной игры в другую. Ну а что делать, если даже перерыв всю мастерскую Steam и все многочисленные сайты, вы так и не нашли подходящую вам модель? Конечно, такая ситуация возникает очень редко, но если она все-таки возникла, то хорошим решением будет создать модель самому. А вот о том, как это сделать, и будет сегодняшнее видео. Так что всем привет и приятного просмотра! Сперва скажу, что в этом видео я не буду рассказывать о том, как сделать модель персонажа с полноценным скелетом. Сегодня я расскажу именно о создании статичных пропов, которые вы потом сможете использовать во всех Source играх. Итак, все модели на движке Source представляют из себя файлы в формате .mdl. И сам этот файл в свою очередь состоит из нескольких компонентов, а именно 3D модели, текстуры, материала и файлы .qc. Соответственно, для того чтобы сделать полноценный проп, нам нужно иметь все эти 4 составляющие. Для создания 3D моделей я буду использовать Blender вместе с аддоном Blender Source Tools, но вы можете использовать и другие программы для 3D моделирования. Главное, чтобы она поддерживала форматы файлов .smd и .dmx. Для покраски текстуры вы также можете выбрать программу по своему желанию, но для того чтобы мы могли использовать текстуру в игре, нам нужно будет экспортировать ее в формате .vtf, для чего нам в свою очередь понадобится программа VTF Edit. И также для написания файлов .vmt и .qc нам понадобится программа Notepad++. О том, что это за файлы и зачем они нужны, я расскажу немного позже. Сейчас давайте приступим к созданию всех необходимых файлов 3D модели. Итак, для начала нам нужно создать необходимый нам проп в программе для 3D моделирования. Если вы никогда раньше этим не занимались, то посмотрите несколько гайдов на YouTube. Свое видео я не хочу растягивать долгим обучением по блендеру. Уже на начальном этапе убедитесь, что ваша модель имеет правильный размер по отношению к другим объектам в игре. За этим очень важно следить, так как в редакторе CAR для Source пропам нельзя менять их размер. Для того, чтобы лучше понимать масштаб модели, вы можете добавить в сцену какой-нибудь другой проп, от размеров которого вы будете отталкиваться. О том, как декомпилировать модели из игры, я рассказывал в своем первом видео про создание шапок. Когда вы закончите делать основную модель, не забудьте нажать Ctrl-A, All Transforms, для того, чтобы все значения стали по умолчанию. Это очень важно сделать, чтобы модель правильно экспортировалась. Также нам нужно сделать UV-развертку нашей модели, то есть проекцию всех ее полигонов на плоскости. Чтобы ее сделать, нам нужно выбрать нужные грани и нажать Mark Sim, чтобы по этим граням модель как бы разрезалась. Далее выделяем всю модель и нажимаем клавишу U, а затем Unwrap. Таким образом мы получаем готовую развертку, но при желании вы можете ее отредактировать. Я обычно стараюсь сделать так, чтобы на развертке части одного элемента были рядом друг с другом. Это позволяет удобнее красить текстуру. Помимо обычной модели, нам также понадобится модель коллизии. Эта модель будет обозначать то, как ваш проп будет сталкиваться с другими объектами. По сути, для ее создания нам просто нужно повторить примерную форму изначальной модели при помощи кубов. Обязательно нажмите по готовой коллизии PKM Shade Smooth, чтобы применить сглаживание модели. Почему-то это обязательный шаг, без которого модель коллизии просто не будет работать. Обеим моделям также нужно создать отдельные материалы. Для этого в окне Material Properties нажимаем на плюс и для удобства переименовываем его. Когда вы закончите созданием всех необходимых моделей, распределите их по отдельным коллекциям и перейдите в окно Source Engine Exports. В нем укажите нужную папку, выберите тип файла SMD и дальше просто экспортируйте все модели. В той же папке, в которую вы сохранили ваши SMD файлы, создайте еще одну папку и переместите в нее файл под названием idle.smd, который я оставлю в описании. В этом файле содержится лишь одна кость с анимацией, в которой ничего не происходит. Дело в том, что даже если ваш проп является полностью статичным, он все равно должен иметь хотя бы одну анимацию. И в данном случае анимация idle является, грубо говоря, заглушкой. Файл с этой анимацией вы можете либо взять из другой модели, либо, как я уже сказал, скачать его по ссылке в описании. На этом мы закончили с частью 3D моделирования, и теперь мы можем приступить к созданию текстуры и материала. Текстура для модели может состоять из нескольких частей: основного цвета, карты отражений и карты нормалей. И делать обе эти карты вовсе не обязательно, и в этом видео для своего пропа я не буду создавать ни одну из них. Но если вы хотите узнать об этих картах больше, то в описании я оставлю ссылки на полезное руководство и статьи. Для основной текстуры нам сначала нужно создать карту Ambient Occlusion. На этой карте отрисовываются искусственные тени и блики, благодаря которым объект смотрится более объемным. Для того, чтобы создать эту карту в Blender, перейдите в раздел UV Editing и здесь создайте новое изображение. Разрешение этой текстуры зависит от размера вашей модели. Для моей лучше всего подходит 1024 на 1024. Затем перейдите в раздел Shading и повторите следующую цепочку из нодов. Теперь мы можем перейти в пункт Bake, в этом списке выбрать Ambient Occlusion, далее выбрать значение Margin 8, нажать Bake и подождать завершения процесса. Таким образом мы получаем нашу карту Ambient Occlusion.
Далее открываем эту карту в графическом редакторе и выставляем параметр умножения. Затем создаем прозрачный слой, на котором мы будем делать основной цвет, и для удобства добавляем сюда слой с UV-разверткой. Теперь нам остается раскрасить текстуру при помощи кисти, ориентируясь на развертку. Помимо обычного цвета, на текстуру стоит также добавить различные пятна, потертости и прочие детали. Особенно, если ваш проб в основном состоит из металла. Таким образом, текстура не будет такой плоской. Вы также можете сделать для пропа несколько текстур, например, для каждой команды из TF2. Все текстуры нам сначала нужно сохранить в формате .tga, а уже потом при помощи программы VTF Edit преобразовать их в .vtf. Для этого нажимаем на кнопку Import и выбираем нужный файл текстуры. Здесь выставьте все значения, как у меня, и нажмите ОК. И теперь нам осталось только сохранить нашу текстуру в формате .vtf. Дальше переходим в файлы игры, а именно по пути TF Materials Models. Здесь создаем еще одну папку и перемещаем сюда обе VTF текстуры. Теперь мы можем приступить к написанию VMT файла. В этом файле описываются различные свойства материала нашей модели при помощи специальных тегов. Их список я оставлю в описании. Из них всех обязательными можно считать только 3, остальные вы можете использовать по своему желанию. В самой первой строке мы должны указать название шейдера. Для материалов пропов это всегда Vertex Lead Generic. Дальше в фигурных скобках нужно указать все необходимые нам теги. В пункте Base Texture указываем директорию основной текстуры, то есть путь до нее в файлах игры. В пункте Surface Prop нам нужно указать материал поверхности. Он определяет, какой звук будет проигрываться при ударе или ходьбе по нашей модели. Ну и в пункте Model указываем значение 1. Этот пункт просто обозначает, что материал предназначен для модели, а не для браша. И на этом можно считать наш материал готовым. Сохраняем его в формате .vmt и перемещаем в ту же папку, где хранятся VTF файлы текстур. Файл материала обязательно должен иметь такое же имя, как и материал модели в Blender. Теперь мы можем приступить к заключительному этапу создания модели – написанию QC файла. Этот файл представляет из себя как бы инструкцию, что и как использовать для компиляции нашей модели. И точно так же, как и VMT, он состоит из специальных тегов. Список и описание всех тегов я также оставлю в описании, а сейчас давайте по порядку пройдемся по всем нужным нам пунктам. В пункте Model Name нам нужно указать директорию и имя готового MDL файла. В пункте Body указываем основной SMD файл нашей модели и также здесь даем ему какое-нибудь имя. В Surface Prop указываем тот же самый материал поверхности, что и в VMT файле, путь до которого нам также нужно указать в пункте CD Materials. Если же вы хотите, чтобы ваша модель имела несколько текстур, то вместе с CD Materials используйте тег Texture Group, в котором вам нужно указать основной и дополнительные VMT файлы. Далее в пункте Sequence указываем SMD файл анимации и даем ему имя Idle. Затем в пункте Collision Model указываем нашу модель коллизии. Если эта модель представляет из себя вогнутый объект, то в фигурных скобках нужно добавить тег Concave и также Max Convex Pieces, в котором нужно указать количество выпуклых объектов коллизии. В моем случае это 5. Если вы планируете использовать эту модель как статичный проб на карте, то добавьте тег Static Prop. Если же вы хотите, чтобы ваш проб был физическим объектом, то ему нужно добавить еще несколько параметров через специальный тег KValues. В этом теге есть огромное количество разных параметров и свойств, которые вы можете применить к своему пропу, но для того, чтобы просто сделать его физическим, достаточно добавить ему параметр Base в разделе Prop Data, в этом параметре выбрать ему один из физических типов и также указать массу пропа в разделе Collision Model. После этих изменений ваш проп начнет взаимодействовать с гравипушкой и другими объектами на карте. Все остальные параметры не обязательные, но вы можете добавить их по своему желанию, если хотите сделать ваш проп разрушаемым, воспламеняющимся и так далее. В остальном можно считать наш QC файл законченным. Сохраните его в ту же папку, где сохранены ваши SMD файлы, и теперь нам осталось только скомпилировать нашу модель. Сделать это можно несколькими способами, но удобнее всего при помощи программы Crowbar. В ней переходим в раздел Compile и здесь выбираем наш файл .qc. Дальше указываем папку Models, расположенную в файлах игры, в которую вы хотите добавить модель, и нажимаем Compile. После этого простого действия мы получаем готовый MDL файл пропа, который вы можете использовать в любой игре на движке Source. Ну и на этом видео подходит к концу. Очень надеюсь, что оно было вам действительно полезно. И если вы хотите больше подобных туториалов по Team Fortress 2 и другим играм, то подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ну а я желаю вам удачи в новом году и всем пока!